полицейский участок в маленьком городке вошла девочка лет 6-7. Она держала в руках игрушку, словно это был единственный мостик в привычный мир, который внезапно рухнул. Полицейские заметили, что ее глаза были наполнены слезами, а дыхание прерывистое и неровное. Она робко прошла через зал, держась за ручку двери, и остановилась перед стойкой. Ее голос был едва слышен, дрожал от страха и усталости одновременно. Она произнесла 3 слова, каждое из которых было пропитано болью и беспомощностью. «Папа умер дома». Эти слова ударили всех присутствующих, словно молния. В них было столько трагедии и одиночества, что взрослые не смогли сдержать эмоций. Сотрудники полиции, закаленные в ежедневных трудностях, вдруг оказались беззащитны перед чистой детской болью. Слезы начали катиться по щекам, хотя никто не произносил ни слова. «Папа умер дома». 2 короткие фразы, которые сами по себе были простыми, но за ними скрывался целый мир страха, горя и одиночества. Сотрудники понимали, эта девочка осталась совершенно одна, и ее мир рухнул в одно мгновение. Страх, который они видели в ее глазах, заставил каждого вспомнить свои собственные потери, моменты, когда жизнь переворачивалась с ног на голову. Один полицейский, мужчина средних лет с седыми висками, тихо подошел к девочке, наклонился на ее рост и мягко сказал: «Ты в безопасности, малыш, мы будем рядом». Его голос дрожал не из-за страха, а от того, что сердце просто не выдерживало этой чистой детской боли. Девочка кивнула, но слезы не прекращались. Она рассказывала дальше, как нашла папу дома, как пыталась позвать на помощь и как никто не услышал ее криков. Каждое слово было как удар ножом в сердца взрослых. Сотрудники полиции начали обмениваться взглядами. Никто не смеялся, никто не отворачивался. Все были объединены одним чувством — потребностью защитить этого ребенка, дать ей уверенность, что мир не всегда жесток. В течение нескольких минут полицейский участок превратился из обычного рабочего пространства в место искренней человеческой эмпатии. Люди обнимали друг друга, поддерживали девочку и тихо всхлипывали. Слова «папа умер дома» стали тем, что пробудило в них человечность, ту самую силу сострадания, которую редко видят в повседневной жизни. Эта короткая фраза изменила всех в комнате. Она показала, как важно слышать и видеть боль другого, даже если это всего 3 простых слова. И девочка, оставшись в окружении взрослых, наконец почувствовала, что ее горе не останется без внимания. Сила этих слов заключалась не в количестве, а в искренности и чистоте эмоций, которые они вызывали. Иногда 3 слова способны затронуть сердца сильнее, чем 1000 написанных историй.